Всем привет, друзья! Я сейчас собираюсь взять интервью у Димы Light of Heaven. Дим, мне пришла в голову такая аналогия, что International похож на школьные экзамены, после которых для школьников наступает новый период в жизни. Вот хотелось бы у тебя узнать, какой новый период в жизни наступил у тебя после 4-го International, и что за этот год ты, может быть, познал, приобрел нового, и какие приключения свалились на твою голову? Да, ну после 4-го НДА резко оказалось, что мы растем вверх, что профессия хорошая. Ты можешь сидеть на диване, нести всякий бред, и люди тебя будут слушать, вот, а ты будешь за это получать денежки, что было довольно необычно для меня. И я понял, что нужно развиваться. То есть можно не всегда там рассказывать про воду, про Моисеев, Мао Цзэдунов и всего остального, а можно говорить по делу. Но пока я только в процессе. Ну вот ты недавно женился, я тебя с этим поздравляю, и я знаю, что твоя жена тоже геймер, и для вас, вот как для семьи, идеально то, что ты много времени работаешь дома, и вот это вот такое времяпровождение совместное, играет ли это позитивную роль в вашей жизни? Да, есть плюсы. То есть если бы я был бизнесменом, я бы приходил домой поздно, жена бы меня редко видела, пусть даже бы у нас и было много денег, но самое главное — это взаимодействие мужа и жены, да? Следовательно, бизнесменом у меня уже лучше, чем у бизнесмена ситуация. Если бы я был каким-то дядей, который выходит там всего 8 утра, потеет и приходит домой там в 10 вечера, то тоже было так себе. А в итоге жена выходит на работу, я дома, мы радуемся, обнимаемся, потом она приходит домой, я дома на работе. И когда она на работе, она меня видит, как я работаю. Она видит, как я работаю. И вы представьте себе, она тоже довольна, потому что изменить нельзя, пойти налево тоже нельзя. Плюс она тебя видит целый день, что тоже замечательно, поэтому молодые женщины или девушки, быть женой геймера — это прекрасно. Вот. Или кастера. Да, вот, хорошо. Любого шоумена. А вы уже думали о детях, планируете ли? Да, дети уже планируются после инта, то есть делать зарядочку обязательно, играть в настольный теннис, футбол. Но я этим могу только на инте заниматься, потому что дома этих приспособлений нет. И после этого, когда твои семечки будут жесткими и уверенными, в этот момент можно приступать к зачатию. Я, в принципе, за этим сюда и приехал. Чтобы поиграть в настольный теннис, да? Но мы каждое утро играем. Мы поели, здоровую пищу, яйца, все остальное по-домашнему. Дома, естественно, у меня на это времени нет, поэтому я вот здесь вот пользуюсь случаем. Хорошо. Давай поговорим немножко о Шторм-студии. Ты работаешь там с Mailstorm. Можешь вообще рассказать за этот проект, за планы развития Шторм-студии и вообще, не знаю, вот за все расскажи. За все. Сразу скажу, что я сам уже, наверное, в течение года жду, когда мне Олег расскажет хоть что-то за все. То есть так же, как и ты, и телезрители. Я сделала небольшое отступление. Олег — это Олег ПРБ, да, и он занимается... Это наш босс, это мой босс, начальник Ростов. Так вот, я тоже жду, когда я буду знать хоть что-то, потому что пока за целый год единственное, что мы с Вовой узнали, что мы сидим, работаем из дома, что где-то в Киеве есть комнатка, там есть 2 компьютера, и когда-нибудь мы туда приедем и что-то начнем комментировать. Но это будет очень скоро. Обязательно увидите. Ну, а собираешься ли ты переезжать в Киев? Вообще, если все будет хорошо, гривна будет расти, и власть будет надежная, и, в общем, много-много если все это произойдет, с удовольствием. Могу даже с собой забрать свою жену. Если же в Киеве дальше будет происходить веселье, которое у нас уже последние 2 года наблюдается, то, скорее всего, буду приезжать только на LAN-ивенты. LAN-ивенты или какие-нибудь там высокие долгие онлайн-турниры, где нужно комментировать историю. Вот Valve скоро начнут проводить свои ежесезонные турниры. И можешь пролить свет на то, что будет проходить в комментаторской сфере? Ведь кажется, что турниров с приходом мейджоров будет меньше, то есть онлайн-турниров. И, собственно, соответственно, работы у комментаторов тоже, наверное, поубавится. Да, я вот вас обрадую сразу. Такое лирическое отступление. Будет одна глобальная мощна за то, кто достоин комментировать мейджоры, потому что, естественно, у нас будет StarLadder претендовать, как StarLadder комментировал Дак. Вслед за StarLadder ворвется еще и Storm Studio, и Game Show, и другие проекты, поэтому в этом плане просто будет ожесточенная битва, в которой StarLadder все равно выиграет. То есть с этим не поспоришь. Но по этому поводу Valve думают, как сделать так, чтобы всех удовлетворить, потому что им
проекты с монополией не нравятся. Они хотят, чтобы все были довольны. Ну, может быть, это будет что-то как вот на этом, на International, когда со всех студий все собираются в одной... Они хотят это сделать, но с другой стороны нужно очень сильно продумать схему, потому что сами Valve не хотят этим заниматься. У них нету не так много времени, все, что они готовы делать, это выделять бюджет. Если взять пример тот же DAC, где у нас участие было, то есть там все было только для китайцев. То есть турнир в Китае проводится, интервью с игроками хрен получите, там на англоязычной студии или на русскоязычной. Если вы хотите провести какой-то там контент или освещение, там комнаты, кабинки, вы тоже этого не увидите, потому что наши русскоязычные студия вообще туда не поехала. Поэтому они сейчас думают, как найти нейтральную площадку, которая удовлетворит всех. Слушай, ну а может тогда вообще как бы появится такая тенденция, что, может быть, студии вообще не нужны будут, потому что если Valve сами будут всех приглашать, и какой тогда смысл? Не, Valve не будут приглашать. Valve показывают всему миру, как можно делать, ничего не делая. То есть ты создаешь площадку Steam, заходят люди, создают игры на вашу площадку, Valve просто добавляет игру Steam и все оставляет. И ты получаешь процент в компанию Valve за все, что происходит там, за любую операцию, за любую транзакцию, которая касается этой игры. То же самое касается и Доты, и там какого-нибудь, что там было у нас, в общем, из игр Valve там какие-нибудь Half-Life, Counter-Strike, это все идет автоматизация. Valve хотят мейджоры тоже автоматизировать так, чтобы единственное, что нужно было для них делать, это просто положил деньги или отдал какому-то человеку, и он за тебя проводит турнир. И ты, естественно, получаешь свой процент. Это основная цель Valve. И они сейчас в раздумье, как это лучше сделать, потому что первый мейджор должен быть сногсшибательным. То есть, по крайней мере, быть на уровне International или где-то рядом. Это тяжело. Я думаю, что это очень тяжело, но я думаю, что они справятся, потому что с каждым годом International все новые и новые. Как бы все, каждый раз добавляются новые какие-то фишки, новые улучшения. Да, мейджоры, которые Valve проводить не хотят, они пока еще в поисках организации, потому что, напомню, тот же DAC, который якобы был мейджором, игроки играют в кабинках, где просто пахнет краской, потому что кто-то не успел просто завершить свою работу, хотя там призовой фонд был там 3 или 4 миллиона, да, даже больше, а сами организаторы заработали еще больше с этих сетов. Вот. Плюс там с креслами какие-то приключения, там с расписанием что-то еще. В итоге игроки были очень недовольны, очень многие. Поэтому сейчас надо молиться, что найдутся хорошие дяди, которые будут делать качественно свою работу. Вот некоторые игроки олдскульные жалуются, что молодежь ныне разбаловалась. Да, именно так и есть. То есть если раньше, вспомни, как вы ездили там в 2008, наверное, 2007 году. На плацкарте мы ездили. На ДТС Cup какой-нибудь. Да, и мы ездили на плацкарте, приезжали, не спали ночь, приезжали, начинали играть турнир с утра. Он затягивался до следующего утра, то есть мы играли 24 часа. И все было нормально, мы играли, и все хорошо. А сейчас пока вот есть такой момент, то, что Valve очень сильно прислушиваются к капризам игрокам. Если они продолжат потакать игрокам, да, и у нас будет не как в НБА, где вот говорят игрок, ты должен дать интервью. Для кого? Для публики. Чтобы публика узнала какую-то информацию о команде, чтобы публика была довольна. Медийность по всему миру развивается. Вот когда у нас будет выходить на такой уровень, то будет появляться профессионализм. Игроки вместо избалованных детей, которые «Ой, я не хочу, я не буду, ой, ни за что, и кресло, я на него не сяду», они будут понимать, что, чувак, ты просто вот посидишь на кресле, и ты уже зарабатываешь $1,000,000. Посиди на нем, пожалуйста, и не выеживайся. Вот когда Valve начнут вести жесткую политику, как это делают все лучшие мировые организации, которые с этим связаны, вот тот же НБА, то есть, пример, вот идеальный, просто пример. Тайм-аут, игроки обсуждают тактику, одного игрока берут, спрашивают интервью. Это во время матча. И не хочешь, ты должен говорить что-то. Поэтому тут нужно делать то же самое. То есть ты приехал работать. Твоя задача делать контент. Твоя задача, чтобы Valve зарабатывали деньги, чтобы ты зарабатывал деньги. А чтобы деньги зарабатывались, тебе нужно делать шоу для публики. И неважно как, на каком кресле, в каком таймзоне, когда играть Best of One, Best of 3, Best of 5, я не знаю. Я думаю, если Valve устроит чемп на $100,000, в Best of One все игроки согласятся сразу вообще, пофигу. Им будет пофиг на Best of One. Я не знаю, хоть там просто дадут денег и сказать, просто побудьте, посмотрите на публику. Вот, все идет к этому, что должен развиваться профессионализм.
Но Valve только новички в этом деле, поэтому мы будем ждать. А видишь ли ты еще какие-нибудь проблемы глобальные в киберспорте? Это не проблема, это, скажем так, путь, куда надо идти. То есть мировой спорт к этому шел там 100 лет, 200 лет, а может быть и все 2000 лет, когда были Олимпийские игры, не знаю, как они там начались, но... В общем, все мы знаем, что они были в раннюю эпоху. И нам нужно просто ускорять обучение. То есть я уверен, что рано или поздно Valve просто привлекут каких-нибудь специалистов, потому что они уже зарабатывают на одном компендиуме по 70 лямов, которые смогут вести профессиональную политику в плане турниров. А если говорить о профессионализме комментаторов, игроков, многие, комьюнити сетует, оно всегда недовольно. Да. Какой видишь ты путь развития комментаторства? Что если вы чем-то недовольны, то все, что вам нужно сделать, это дать свое предложение. То есть вам может не нравиться там стул, вам может не нравиться комментатор, аналитик, когда происходит ивент, что вы сидите у себя в России и смотрите его там ночью, вам может миллион вещей не нравится, но от того, что тебе не нравится что-то, это как вот камень, да, ты смотришь на камень, он тебе не нравится, и ты ругаешься на него, и можешь хоть всю жизнь ругаться на него. А все, что надо сделать, это просто предложить свое. Вот тебе не нравится, предложи свое, а если тебе нечего предложить, то можешь помолчать и подумать, что тебе предложить. Все. И когда ты предлагаешь свое действие, то, естественно, сам мир идет тебе навстречу. То есть пример с игроками. Игрокам там что-то не нравилось, создали свою коалицию, приехали к Valve, встречи игроков, Артизи там и прочие ребята, PPD. Сейчас мы будем Valve говорить, что-то такое классное рассказывать. А они приехали и сказали, а нам не нравится это, а нам не нравится это, а нам не нравится это. Такие Valve смотрят, да, вам не нравится, хорошо, ну что поделать, вам не нравится, мы вас прекрасно понимаем, спасибо, всего доброго. И отправили их обратно. Они не предложили ничего, в ответ Valve. Они посмотрели, детям не нравится. Простите, простите нас, да. Простите, что вы играете в игру, получаете уже по ляму баксов за 6-е место, простите нас. Мы будем стараться, чтобы вы чувствовали себя лучше. Серьезно, простите. Расскажи нам про подготовку твою. Вы наверняка готовитесь русским хабом к International. Расскажи, как проходит. Подготовка у нас идеальная. Я мечтал, что я приеду сюда первым, пообщаюсь с ребятками, скажу, ребят, у вас там вайлдкарт матч, у вас турнир, пожалуйста, не пейте, ничего не курите, просто, пожалуйста, будьте ребятками, профессионалами, да, то есть вот как экзамен. Ты приходишь на экзамен, ты же не пьешь, ты не куришь, ты просто сидишь, ты спокойно сидишь и готовишься. Ты готовишься, чтобы сдать, потому что ты знаешь, что если ты не сдашь, то у тебя начнутся приключения после, без бумажки, да, там, или еще без чего-то. А тут, ребятки, просто понеслась. Развлечения, мы в Сиэтле, мы в Америке, давай гулять, все, праздник, ребята, праздник, и поехала там. То есть я когда приехал, когда уже все были пьяными, все. Я опоздал. В следующий раз надо будет брать самолет пораньше. Здесь, может быть, просто тебе никто не будет ставить оценку. Valve не ставят оценку? Valve не ставит оценки, Valve просто ставит $20 миллионов и говорит, ребят, берите. И одни ребята сидят, стараются, они идут, на гору ставят $20 миллионов. Говорят, ребят, и они карабкаются на гору, так со всех сил идут вперед, изо всех там стараются, тактики думают и прочее. А другие ребятки просто бухают, пьют там пивко, там посидеть, сигарка, все дела. И все, и думают, что потом они в один момент просто так пойдут и просто с легкостью эти 20 лямов заберут. То есть вот разница. Разница, соревнования. Это мы говорим о игроках, а если мы говорим о комментаторах, он может делать в свое свободное время все, что он хочет, но потом он сядет и классно тебе откомментирует, даст хорошую аналитику. Это то, почему мы и стали комментаторами, потому что мы можем пить, мы можем гулять, мы можем развлекаться, и на самом деле в особый минус тебе это никак не уйдет, потому что единственное, что тебе нужно, это эмоции. Когда ты гуляешь, пьешь там и все остальное, ты этими эмоциями заряжаешься там под пивко, поэтому как же хороша работа комментатора. Я думаю, это на самом деле одно из лучших открытий для меня за последние 3 года. Потому что когда я был задротом, я должен был сидеть. Я сижу, там на кнопочки жму, не получилось, еще раз создал новую игру, пошел дальше нажимать. А когда ты комментатор, тусовка — это тебе в плюс в большинстве случаев. Там инсайдики, информация, новости. Интриги, да, это наша работа. Мы работаем так, если что. Мы так работаем.
Чего не скажешь об игроках, им надо по-другому работать. Ты говоришь с иронией или нет? Я? Я просто Я говорю чистую правду. Я всегда говорю только чистую правду. Но тебе нравится или ты бы хотел изменить Мне вот этот сам нравится. подход? Ну, комментаторский и аналитический подход мне нравится, да. Нравится. Это тусач. Это движуха. Любой шоумен, он должен быть в центре движухи, чтобы знать абсолютно все, что происходит в той области, в которой он работает. Вот. А скажи, Это поэтому вела топ-1. пролей свет на то, вам Valve оплачивает это все, они вам платят зарплату Да, за то, платят. что... Какие Да. суммы? Расскажешь нам? Хорошие суммы. Ну, нам нельзя говорить суммы, потому что это политика Valve. Когда ты заключаешь контракт и говорят, вот мы вам платим суммы, вы, естественно, этого знать не должны, и все будет замечательно. Мы никому не говорим, мы получаем денежки, мы довольны, Valve довольны, пока мы выполняем правила, условия контракта, все довольны. Вот, мы будем и дальше довольны. Слушай, Дим, а может, ну его и опять в профессиональную доту? Ну, вообще посмотрим. Там пока, как показывает дядя Фир, дядя Фир, что даже в 28 лет, или сколько ему там уже, 29, да. можно. То есть чисто теоретически можно как-то превозмочь себя, на что-то заменить свои руки-крюки, и тогда можно врываться. Потому что вроде башка осталась на месте. Ну, она вроде осталась, но знаешь, а вот эти разговоры о том, что там скорость реакции замедляется. Да, вот. Но можно что-то сделать с этим. Я, правда, не знаю, что, но что-то можно сделать. Как-то и что-то можно сделать. Да, то есть, на самом деле, в Корее 27 лет это уже все, это не игрок. Хотя Дред доказывает обратное, что все еще можно. А в таких странах, как Корея, да и Китай, там, в принципе, в районе 27-28 лет, что все бытует мнение, что уже все, ты никто. Там сначала бытовало мнение, что уже в районе 23 лет ты никто, но были ребятки, которые доказали, что даже и тогда можно. Вот, видимо, пришел мой черед в свои 27 тоже что-то показать особенное. Все может быть. Ты знаешь, комьюнити просит, чтобы ты вернулся на профессиональную сцену. Я стараюсь. И даже вот знаешь, просят, чтобы ты стал мастером йоды для вот Нави. У тебя вообще было такое предложение или ты думал о том, чтобы когда-нибудь стать тренером? Да, я думал, но пока там засранцы, которые бомбили вообще все, что в одно ухо влетает и из другого вылетает, то ну их нафиг. Пока они вот такие ребятки, которые чисто на себе. Но скоро к этому есть, все придет. Не, ну может быть придет, да. То есть Нави уже понимают, что что-то мы не так делали. Мы были чемпионами мира, все было замечательно. Потом мы что-то начали кикать людей. И неожиданно мы уже на квалах International, когда все другие русскоязычные команды получают прямой инвайт. И что-то раньше делалось лучше, чем сейчас. Поэтому, ребятки, мы сейчас посмотрим, как у них вот будет выступление. Слушай, ну ты же, мы верим. Ты знаешь вот всех этих ребят со стороны, ну, может быть, кроме Акбара. Я сказал, они засранцы, редкостные, да. Очень тяжело вообще играть в СНГ команде, ребят. Если вы думаете, что это легко, знаете, это очень тяжело. Ну вот расскажи, что ты думаешь по поводу Навиш? Удастся ли им зажечь? Зажечь? Ну, зажечь, может быть, и удастся. Я еще не особо с ними общался по поводу кланваров и всего остального, но ввиду того, что китайцы вообще не умеют играть в доту на этом инте, ну, это, по крайней мере, показывает и прошлые турниры, и прошлые кланвары, точнее, на этом патче, то у Нави огромные шансы войти в топ-8 как минимум. Если же китайцы, не дай бог, за эти 10 дней научатся играть в доту, ну, в прямом смысле слова, потому что все, что я видел, их убивают за 15 минут. Просто топовые китайские команды, Burning, Ferrari, там, чемпионы второго инта, и выходят на КВ, их за 15 минут убивают. Причем это за один дефайт. Потом начинается новая игра, и опять их за 15 минут убивают, потом опять за 15 минут. И вот я на это смотрю, и я вот смотрю вот чемпионы второго инта, которые сидели 3 месяца, тренировались, и сейчас я смотрю на ребят, у которых есть деньги, девочки, известные, популярные, и они уже не хотят играть как раньше, они просто сидят и, ну, мы возьмем там 10 место, 12, мы заработаем 500 тысяч баксов, по 100 на брата, ну и все замечательно, жизнь прекрасна. Вот, поэтому у наших ребят огромные шансы. Я уверен, что Сёма, Паша, они готовы рвать вайлдкарт, я уверен. Точнее, я верю в это. Я тоже надеюсь. Да. Что мы увидим на этом интернешнале? Твои прогнозы? Какая будет дота? Какая будет мета? Кто будет зажигать? Зажигать будут? EG Team Secret будет зажигать. Да. Неожиданно. Да, неожиданно. Вслед за этим
что еще можем увидеть? Вслед за этим мы будем видеть на некоторых новых героев, про которых забыли. Уже они появляются в мете. Разоры. Ну, Разоры как вернутся. забыли? Ну, на прошлом как Интернешнале забыли? хорошо. На прошлом Интернешнале играл один Артизи на Разоре. Все такие команды смотрят. А давай-ка возьмем Разора, а давай. И в итоге у Артизи на Разоре, ну, стата лучше, чем у всех остальных команд вместе взятых на Разоре. Вот. И сейчас может произойти то же самое, потому что один герой уже врывается на мидлейн, один герой. Вот. Ну, он будет врываться частенько, потому что, ну, грубо говоря, команды за 4 дня очень многому научились. Да и вообще вот тот рост, который происходит, он говорит только об одном, что нас ждет очень много сюрпризов. То есть может опять RTK просто выйти и запушить весь International, неожиданно там с тон-друидами, пугнами, чем угодно, ну, как на прошлом инте, да, ты либо выиграл за 20 минут, либо проиграл. Могут там всякие Team Secret EG сыграть стабильно и, ну, никого не удивляет, но могут, да. Неожиданно ВП могут играть с Empire нормальную доту. Это никогда не начинают там пикать просто каких-то медовых бристлбеков и вообще какую-то чушь, и там медовый легион командеры, хардовая Лина с Нагой. Нет, а могут просто нормально играть и всех убивать. Поэтому тут надо рассчитывать на то, что каждый может убить каждого. Очень много сюрпризов нас ждет. Вообще, кстати, этот International для нас очень интересный, для русскоязычных. Да. Потому что Нас много. 4 СНГ команды. У нас уже русскоязычный хаб, он второй по населяемости. То есть первые китайцы, мы уже вторые, но если мы сейчас всех порвем, и у нас будет 4 команды, то следующий инт будет за нами, и мы будем целый день не есть рис тофу, как это у нас происходит. 3 дня подряд ты приходишь, завтрак рис тофу, обед рис тофу, ужин рис тофу. Ты будешь видеть мясо, там, картошечку, ну, хорошую еду. Борща, да. Вот, я хочу борща. Вот тут уже ты начинаешь вайнить. Нет, я наоборот говорю предложение. Если наши ребятки постараются, это ты так думаешь, что Вайн, и все так думают, а я предлагаю полезные вещи. Я говорю, что если наша команда выиграет, ребята, и вы приедете на International, вы будете жрать не рис тофу каждое утро, день и вечер, вы будете есть борщица, там какие-нибудь щи и все остальное. Весь успех от наших ребят зависит, весь успех. Мы будем давить качеством. Я думаю, если кто-то из игроков посмотрит это интервью, они будут стараться. Вот ради ласта, ради того, чтобы он ел больше в следующем Интернешнале, обязательно мы затащим. Просто так и есть. Вот. Хорошо. Я напоследок, под занавес нашего интервью, хочу тебе задать несколько вопросов, которые мне присылали ребята в моем паблике. Если ты не против, их всего 2. Паблик обязательно назови. Вот. Такой некоторый интерактив. Да, некоторый пиар своего паблика, не подумайте. Вот. Не пиар, просто для разнообразия. Написал Влад Дикий. Спроси, пожалуйста, у Димы, если ребята из Нави попросят его стать их тренером, мастером Йодой, он согласится или ждет ли он этого? Ну, я его задавала уже. Но, скажем так, вкратце, если ребята будут слушать, а не делать имитацию того, что информация заходит, но потом выходит, то это с удовольствием. Для любого тренера и для любого человека, который что-то говорит, ему приятно, когда информация вошла, и человек стал лучше, да, ну или хотя бы это повлияло. Если же ты будешь изображать моего учителя в школе, который сидит, что-то там говорит, или там педагога в институте, а кто-то в телефоне, кто-то еще где-то, и вообще тебя никто не слушает, всем пофигу, то тут уже другое. То есть мы работаем за идею, нам за идею. Мы хотим сделать мир лучше, потому что это нам вернется. Все, что мы говорим, мир, короче, все, что мы говорим, это нам вернется. Вот так вот. Так. Написал Асефн. Непонятно кто. Ян, Лост мой кумир. Спроси его, как ему удалось достичь места в киберспорте как самого умного человека? Как он смог настроить своих слушателей на ту волну, что в доте надо думать и быть положительно настроенным ко всем? Как он сохраняет такое спокойствие? Это все очень просто. Ну, просто мы состоим на 90% из воды. Вот. Вода реагирует на все, что ты говоришь. Давно уже было доказано наукой, что, ну, по крайней мере, не знаю, я читал, может быть, я бред какой-то прочитал и думаю, что это так. Ну, в общем, как? Я говорю что-то хорошее, мне хорошо внутри, да? Я говорю какую-то бяку, мне хреново внутри. Я живу, я думаю, что я все равно когда-то погибну, да? Мы все когда-то погибнем, там, неважно от чего, мы все умрем. Но, зато мне будет здорово, я проживу и будет по кайфу, да? Вот.
И вот так вот я тренировался, отрабатывал рефлекс. Если мне хотелось ударить, я гладил. Если мне хотелось погладить, я тоже гладил. Если мне хотелось сделать что угодно там, я все равно гладил. Поэтому это вышло в привычку. Все, теперь я привык полностью. Здорово. Да, у меня не было отца, он не мог давать мне ремня. Психологическое воздействие, оно шло в малой степени, потому что мама работала, и я был чист. И из-за того, что я был чист, мне пришлось легко. Очень многим тяжело из-за того, что их слишком сильно прессовали, там, били ремнем, но я уверен, что у всех получится, ребят. У всех получится гладить. Хорошая философия. Это не философия, это просто предложение. Попробуйте, может, получится. Да. Попробовать стоит. Попробовать стоит. Так. Тогда я начну. Пожалуй, все, я закончу на этом вопросы из паблика. Дим, давай в завершение ты скажешь просто пару слов и пожеланий вот для комьюнити, что бы тебе хотелось сказать, что бы тебе хотелось им пожелать вот так вот от души. Да, ну все, что я хочу добавить, то, что терпение и труд все перетрут. Люди, которые приехали на International, неважно, это игроки, кастеры, аналитики, кто угодно, все они свое место заслужили. Все эти люди здесь, они через очень многое прошли и показали, что они действительно достойны для того, чтобы вот давать интервью, например. Спасибо тебе, ты достойный человек. И, ребята, смотрите нас на канале Нави, у нас еще впереди очень много вкусняшек. Пока!